Ну что с этим можно поделать? Уже ничего, да и не надо. Просто если зимой ты еще хоть как-то можешь быть нормальным для них человеком, ходить в пиджаке, по вечерам быть дома, а по выходным так и вовсе. И главное думать хоть о чем-то, кроме рыбалки, то как только на реке начинает кипеть жизнь, тебе нужно быть там. Просто необходимо. Страсть и такое ощущение, что ты упустишь что-то крайне важное, а этого нельзя допустить. Каждый раз, оказываясь рядом с Головлиной рекой, испытываю мандраж. Хотя, казалось бы, ну что тут может быть нового, сколько уже изучено. Но всякий раз воображение будоражит рыбацкую душу. Как будто впервые ждешь встречи с ним, с огромным головлем. Первой в этом путешествии на моем пути стала река Ворона. Когда-то здесь я уже бывал, но не очень удачно, и осталось чувство недосказанности, которое хотелось бы сейчас исправить на положительные воспоминания. Блин, обидный исход. Ну вот на первом же выбранном участке на перекате голавль есть, и он активничает. Буквально сразу шикарная поклевка, и, ребята, это был паровоз. Ну реально очень хорошая рыба, он сразу начал травить с фрикциона, хотя у меня он даже подзатянут немножко сильнее, чем нужно. И обидный сход, но не дается мне ворона. Я это исправлю. Подход к ловле головля с берега сильно отличается от лодочного сплава на той же небольшой реке. Непохожая рыбалка, и ловим мы чаще всего разную рыбу. С лодки мы облавливаем в сотни раз более протяженный участок, и это позволяет ловить только активного головля с подхода. Да, таких немного, не на каждом перекате, но скорость делает свое дело. В береговом варианте мы чаще имеем возможность лишь уговаривать ту рыбу, что далеко не всегда сходу бросается на огромный шумный крэнк. Мы выбираем самые вкусные участки на перекате и раз за разом кидаем, пытаясь соблазнить красноперого на поклевку. Отсюда и различия в приманках. В береговом варианте их нужно больше, они нужны разные. Чаще всего я перебираю небольшие крэнки, варьируя заглубление и характер игры, а палочкой-выручалочкой являются поверхностные приманки, имитирующие огромных насекомых. Опа! Таракань сработал. Иди сюда. Нет, ты иди сюда. Хороший голавль.
ребята, это очень хороший. Так, где ж тебя взять? Ой, ребятки, это закилошник. Красавчик. Какой красавчик. Да, 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 да. Ух, у меня сердце стучит. Так, вот тут я тебя возьму. Дружок. Кажется, тут можно встать, да. Как долго и упорно кренком я это место прочесывал, поставил таракашку. Не-не-не, в траву не надо. Ой, красавец. Ну иди уже ко мне. О, ребята, вот это головлище. Первая рыбка и сразу такой трофей. У меня сердце колошматит. И ну теперь можно с уверенностью сказать, что ворона мне далась. Но надеюсь, это еще не все. Большинство участков ловли на Вороне представляли из себя не совсем типичные перекаты, то есть не было каменной гряды, переливаясь через которую водный поток вспенивается и бурлит. Здесь такого не было. Приличный уклон русла, конечно, давал хорошую тягу, и, видимо, это важнее для красноперого, чем каменное дно. Участки, местами заросшие пучками травы, явно привлекали рыбу. Мириады малька, периодически бьющий жерех и, конечно же, голавль, уютно расположившийся аккурат за пятнами травы и подводными бугорками. Хорошо ударил. Приятный размерчик. Красавчик. Это, конечно, не трофей, но таких я уже люблю. О! Переехал на другой перекат. И здесь вот удалось поймать на кренк такое местечко интересное, прямо посреди переката. Видимо, какая-то возвышенность с травой. Ну и за ней, соответственно, буруны. Там он и клюнул. С него молоко течет. Сейчас я тебя назад, друг. Походил, побродил по участку, но поклевок нет. И вернулся к бугорку, где поймал. Возможно, подошел голавль. Такой домик должны быстро заселять. Дай только шанс.
Сейчас поймаю и все, обеденный перерыв, сиеста. Надо отдохнуть перед вечеркой. А потом еще хотел на другую речку переехать. Есть. Ну, слава богу, а то я уж думал, голодным останусь. Такие точки называют магазинами. Знаешь пяток таких и будешь всегда с рыбой. Жаль, только это не про меня. Люблю неизвестность за поворотом. И, в общем, искать новые магазины. Красавчик. По всей видимости, этот бугорок образован замытой корягой, на которую еще травы нацепляло. Тут течение везде приличное, и рыбе по-любому удобно за таким препятствием стоять. Прошло уже несколько часов, надеюсь, голавлик встал. Опа! Хорошенький. Взял, когда воблер разворачивался. Ух. Уходи оттуда. В общем, успел, что называется, до закрытия магазина. Класс. Обожаю эту рыбу. Такие удары. Все вот настолько красиво, стремительно. Ворона делает подарки. Еще один приятный голавлик, на этот раз воблерный. Здорово. Речка раскрывает себя, для меня, по крайней мере. Спасибо речке за поклевки и прекрасный трофей. Моя душа теперь спокойна, и можно смело отправляться дальше. Мой путь лежит в верховье Хопра, на новый незнакомый мне участок, так что завтра предстоит интересная разведка и изучение.